Пожалуй, самая жуткая и в то же время удивительная история произошла с собакой по кличке Линда. Минувшим летом в фонд помощи животным позвонили работники мусорной компании и сказали, что нашли в мусорном баке собаку, живую, но без сознания. Волонтеров встретила женщина, которая время от времени подкармливала бездомную Линду и отвела в подъезд, где показала ужасную картину. Стена подъезда была забрызгана кровью. Да и у самой собаки на голове имелись отверстия от выстрелов. Судя по отсутствию ожога, стреляли из пневматики, а судя по брызгам крови, в упор. Тот факт, что Линда выжила, волонтеры назвали чудом. В ветклинике Линде сделали рентген. Ранение было прямо в голову, были сломаны носовые кости. Она не могла нормально дышать и вместо этого хрюкала носом. Но, к счастью, никакие жизненно важные органы задеты не были, говорит сотрудник фонда. Эта история вызвала большой резонанс, и многие жители Бурятии помогли с деньгами на операцию Линде. Врачи извлекли из ее головы осколки костей и обнадежили, что носовая мышца постепенно адаптируется и примет на себя функцию кости. Собака долго находилась на лечении, ей ставили препараты, которые снижают отек мозга. После выписки из ветклиники Линда переехала на передержку. Она с самого начала была спокойная, воспитанная, интеллигентная. А спустя 2,5 месяца неожиданно для всех родила 8 щенков. И это при том, что ей около 7 лет. Получилась абсолютно нестандартная для нас ситуация. Родилось 6 мальчиков и 2 девочки. Как правило, у нас одни девчонки везде, потому что так природой положено. А тут нечто небывалое. Забрать к себе рыжую красавицу Линду так никто и не рискнул, но зато люди понемногу разбирают ее щенят. Такая ситуация не редкость. Животные порой находятся на передержке годами, рассказывает директор благотворительного фонда. Бывают такие собаки, которые не пристраиваются совсем. Они перерастают щенячий возраст, и тогда их совсем никто не хочет брать. Потом они уже начинают тяжело адаптироваться в семье. То есть, когда люди берут подрощенную собаку, они не готовы к тому, что она будет скучать по прошлому дому и ей потребуется больше усилий хозяев на адаптацию. Тогда люди часто возвращают собак. Бывает так, что собаки уезжают в семью и возвращаются, потом снова уезжают и снова возвращаются. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если понравилась наша история спасения.